Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу показать вам рецепт торта моей молодости. Торт называется «Мадонна». Когда-то этот торт был украшением любого праздничного стола, он присутствовал на всех днях рождениях, и просто так мы его пекли, чтобы побаловать наших домашних. Этот торт я начала выпекать очень-очень рано, мне где-то было 14-15 лет, потому что он очень несложный, выпекается очень легко из самых-самых доступных продуктов. Даже тогда, когда с продуктами было очень-очень тяжело, все было по карточкам, как кто помнит, этот торт все равно можно было себе позволить. Ну что, мои дорогие, готовится он просто, результат получается бесподобный, очень вкусный, попробуйте его спечь. Кто его пробовал, напишите, кто не пробовал, попробуйте и тоже напишите. Мне кажется, он вам всем понравится, потому что он несложный, и потому что он домашний, и потому что он очень-очень вкусный. Ну что, мои дорогие, начнем печь? Сегодня мы начинаем приготовление с крема. Для крема нам нужно будет взять одну банку сгущенки, сгущенного молока, 400 грамм, и 600 миллилитров молока. Крем сегодня мы будем делать на кукурузном крахмале, но можете прекрасно его сделать на муке. 5 столовых ложек муки нам нужно будет. Или же 100 грамм кукурузного крахмала. Все это хорошенько размешиваем. И нам нужно будет проварить крем до загустения. Крем у нас уже готов. Приблизительно 3-4 минутки у нас уходит на все это. Очень быстро, крем без яиц. Переливаем в посуду, где нам нужно будет его смешать с маслом сливочным. И добавляем 200 грамм сливочного масла. Крем пока еще у нас горячий. Масло очень быстро там сейчас растает. Добавляем ванильный сахар или ванилин. И взбиваем миксером. Буквально 2 минуты. Сейчас крем у нас вот так вот собирается до однородной консистенции. Получается, посмотрите, какой очень-очень приятный и очень пушистенький такой. Хороший у нас крем. И вкусный. Накрываем его пленочкой. И сейчас мы начнем делать торт. Нам сегодня понадобится 5 мелких яиц или 4 крупных яйца. У меня сегодня яйца мелкие, поэтому я взяла 5 штук. Щепоточка соли. Нам нужно будет взбить яйца с сахаром. 1 стакан сахарного песка. Добавляем постепенно и взбиваем. Взбиваем ровно 2,5-3 минутки до белой пушистой массы. Вот так у нас взбились яйца. Добавляем мед, 2 столовые ложки меда. Мед у меня сегодня жидковатый, но если у вас мед более густой, растопите его или в микроволновке, или на водяной бане. Сюда же мы добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла или маргарина, ванилин или ванильный сахар и взбиваем. Можно просто это уже размешать венчиком. Буквально секундочку. Теперь начнем добавлять муку. Муки уходит ровно 600 грамм у меня, но вы, конечно, ориентируйтесь уже на свою муку. Добавляем постепенно. Тесто у нас сегодня замешивается холодным способом, без нагревания на водяной бане. Добавляем 2 столовые ложки разрыхлителя. Вот это уже замена у меня идет. В оригинальном рецепте у меня шла 1 чайная ложечка соды и столовая ложка уксуса. Можете прекрасно заменить разрыхлитель на соду с уксусом. Постепенно добавляем муку. — 600 грамм сегодня у меня здесь уже. Мука уже просеянная. Перемешиваем уже лопаточкой, потому что венчиком уже невозможно. И сейчас уже нам нужно будет это все делать на поверхности, где мы будем работать с тестом. Подсыпаем муку, присыпаем мукой поверхность и собираем тесто в один комок, так сказать. Теперь нам нужно будет тесто разделить на 5 частей. 1 часть у нас маленькая будет, а 4 части одинаковые. Маленькая часть, это у нас будет, она чуть-чуть меньше, будет корж, и он пойдет на обсыпку. Тесто чуть-чуть липнет к рукам, но совсем чуть-чуть.
Перекладываем его на тарелку, на подносик, на что хотите, чтобы вам было удобно с ним уже работать. Очень приятное на ощупь тесто получается, с ним нетрудно работать, хоть оно и чуть-чуть липнет к рукам, но все равно с ним очень удобно работать. Как я вам уже сказала, рецепт очень-очень легкий. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре, дно застилаем бумагой, пергаментом и распределяем тесто, первый комочек теста распределяем по форме. Руку нам нужно будет смачивать водой, так намного удобнее получается. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре, но можете прекрасно взять и 28. Меньше не советую, потому что торт должен пропитаться хорошо. Равномерно распределяем. Духовку у нас уже включенная на 180 градусов и отправляем выпекаться. Выпекается корж 8-10 минут. Следите, как только приобретает он вот такой цвет, мы его тут же вынимаем из духовки, перекладываем на решетку и остужаем. Как только корж остыл, нужно будет снять бумагу. Не пытайтесь снять бумагу, пока корж горячий. Обязательно остудите. Точно так же мы будем выпекать и все остальные коржи. Второй корж распределяем по форме и отправляем выпекаться. Все коржи у нас уже готовы. Будем собирать торт. Крем у меня остыл, но не совсем холодный. Он такой комнатной температуры у нас сегодня. Первый корж переворачиваем. Крема уходит много на торт, не бойтесь. 3-4 такие большие столовые ложки на каждый корж должно уйти. Распределяем равномерно. Хотите ножиком, хотите лопаточкой, кому как удобно. Нужно будет обязательно торт оставить пропитаться. Как вы уже поняли, он абсолютно несложный в приготовлении и получается достаточно, очень вкусный, можно сказать. И достаточно легкий в приготовлении. Справится даже новичок. Пишите, если вы его когда-то пекли или вы просто его пробовали, мне интересно узнать. И вообще, в каких регионах его пекли и откуда вы меня смотрите, тоже пишите. Мне все интересно. И даже очень интересно. Это уже последний корж. Оставшим кремом мы обмажем хорошенько бока. Не бойтесь, крема должно пойти много. У нас, по идее, литр молока ушел. Молоко и сгущенка, все вместе. Это уже оставшийся 5-й маленький коржик у меня. Я его поломала на кусочки. Перекладываю в пакет. Можете его измельчить в блендере. А можете вот так просто в пакете с помощью скалки. Побьем чуть-чуть. Кому как удобно. И пройдемся вот так скалочкой, чтобы у нас крошка измельчилась. Вот так. Все, это у нас уже готово. Эта крошка у нас уйдет, чтобы мы сейчас будем ею, так сказать, украшать бока. Все-таки тортик у нас должен быть красивый, конечно. И вот так аккуратненько все это мы обсыпем сейчас. Совсем-совсем несложно. Торт не храните в холодильнике. Первый день обязательно ему дайте, первую ночь ему обязательно дайте отстояться на столе. Потом можете, конечно, его положить в холодильник. Но так как в креме не присутствуют яйца, то я считаю, не обязательно его держать в холодильнике. Верх я обсыпаю орешками. Так получается намного вкуснее. Но если не хотите, или если у вас сегодня просто дома нету орехов, обсыпьте оставшейся крошкой. Орехи немножко изменяют вкус. Хотите обжаренные, хотите не обжаренные. Но получается немножко вкуснее, конечно. Обязательно дайте пропитаться торту. И вот так я украшаю его орешками по краям. Ну что, мои дорогие, мне кажется, наши старые рецепты все равно были вкусные. Хоть они были немножко у нас более маслянистые, более сладкие, более такие насыщенные, но они были все равно вкусные. И очень легкие в приготовлении. Вот такой торт у нас получился.
Он у меня уже пропитался. Попробуем его. Получается достаточно высокий. И посмотрите, какой он у нас красивый. И очень-очень вкусный. Самое главное дать ему пропитаться. Медовые коржи обязательно. А медовым коржам обязательно нужна пропитка. Ну что, мои дорогие, пробуйте, пейте чай. Мне кажется, получилось очень вкусно. И вам всем понравилось. Пока-пока, мои дорогие. Всех люблю. Приятного чаепития.